Приветствую всех, снова я на Волге, в том самом месте, откуда я выплываю на остров Судачий. Я здесь был примерно неделю назад. Сегодня 13 августа уже, хорошая погода, хотя, видите, ходят тучи, но вроде дождя не обещали. Сегодня отправлюсь опять-таки к острову Судачий. Я сделал 2 ловушки, поставлю ловушки там, вот, попробую порыбачить. У меня есть кое-какие новинки. Да, кстати, я без якоря, но по якорю я, наверное, сделаю отдельное видео. Вот буду использовать камни. Вот там булыжник лежит мой, который я использовал, 15 килограмм, а вот этот камень полегче, он килограмм 6. Ну, посмотрим сегодня. Сегодня я, в принципе, планирую рыбачить в заливе, поэтому большой булыжник не буду брать. Вот. Приехал, еще не распаковывался. Я не знаю, сколько сейчас время. Сейчас, наверное, около 11. У меня час уйдет на распаковку вот этого всего. Вот. И через час я выплыву. Так, относительно моих новинок. Сейчас покажу. Да, я взял вот перловка с чесноком. Потом вот это горох. И я сегодня попробую порыбачить вот на такой воблер. Это плавающий воблер на поверхности. Попробую покидать в камышах на щуп. Он погремушка звенит. Вот таких воблеров я купил, заказал. Вот попробую на них половить. Посмотрим, будет клевать или нет. И еще хочу сегодня протестировать удочку. Заказал ее, ну она дешевая, бортовая удочка. Вот. Бортовая удочка, ну она бархляная, потому что это обычная пластмасса. Хотя написано композитный материал, но это обычная пластмасса. Я думаю, что она, скорее всего, сломается. Я сюда буду крепить потом алюминиевую трубку. Хорошие удочки, удилище обычно из карбона, оно гнется. Или из углепластика. Вот. Но они дорогие, они больше 1000 стоят. И зимние удочки, бортовые. А это дешевая, я ее заказал, она 250 рублей. Но только вот из-за крепления. Крепление здесь хорошее. Вот. И, конечно же, кивок. Обязательно кивок. Я его здесь прикрутил этим шурупом, потому что она вообще не пружинит. Вон, видите, поклевку на ней невозможно увидеть. Поэтому прикрепил кивок. Вот, кивок смогу. В принципе, я брал ее, ну, как на леща, и на судака опускать воблер с лодки. Ну, посмотрим, как она себя покажет. Попробую еще даже кормушку покидать. У нее тест написано максимально 100 грамм. То есть она должна кормушку выдержать. Вот. Хочу ее потестировать, эту удочку. Если не понравится, отправлю обратно. Это самая дешевая удочка, которую я нашел. Ну, на хорошие снасти денег у меня нет, поэтому все самое дешевое. Вот она 250 рублей. Вот, и воблер. Воблер вы видели. Покидаю его. Ну, и у меня есть еще на судачьем дело. Там, помните, в прошлый раз я нашел эти трубки, а у меня не было инструментов. Я сегодня с собой взял инструменты, ножовку. Я сейчас плыву туда на Судачий, поставлю ловушки и с трубками поразбираюсь. Я все-таки, если они там еще сохранились, я хочу трубки порезать. Ножовку взял с собой взять. Вот. Ну а потом после обеда уже поплаваю, покидаю вот новый воблер. Посмотрим, как оно. Ну и прикорма взял много, тоже кормушку покидаю. И ловушки поставлю.
Так что посмотрим, может что-нибудь и поймаю. Так, ну все, буду распаковывать лодку. Час уйдет. Через час буду выплывать. Здесь, кстати, кто-то оставил часы. Ну, видимо, какой-то ребенок. А, нет, это просто игрушка. Я думал, часы. Это просто игрушка. Ветерок, конечно, дует, но не такой уж сильный. Не такой уж сильный. Так, все, не буду тянуть время. Распаковываюсь. Плыву на судачий и буду ставить ловушки. Ну, ловушки я в прошлый раз же показывал, какие. Я еще дополнительно 2 штуки сделал. Вот они. А, мне надо сейчас будет найти маленькие камушки. Камушки привязать. По 3 крючка на каждый. В общем, надо будет сейчас этим заняться. Да, камушки найти, как грузило, чтобы они были. Доплыл я до острова Судачий. Но это было непросто. Сильный ветер сегодня. У меня в лодке вода. Угу. Сейчас надо будет на берег выходить, воду вычерпывать. У меня в лодке вода. Придется все вытаскивать. Ну, я не знаю, как сегодня получится порыбачить при таком ветре. Сильный ветер захлестывает лодку. Так, давайте я сейчас заплыву в заводь. Помните, в прошлый раз я здесь оставлял ловушку? Давайте посмотрим, что с ней стало. Здесь ловушка. Она простояла больше недели. Я был 4-го, сегодня 13-е. 9 дней она простояла. Давайте посмотрим, что с ней стало. Ну, 9 дней она стояла. Вполне возможно, что кто-то и клюнул. Хотя, может быть, что и ничего нет. Вон она, впереди. В принципе, рыба могла и сойти. Но, пожалуй, я, наверное, удивлюсь, если наживка будет цела. Это будет говорить о том, что за 9 дней здесь рыбы не было. Вон она плавает. Посмотрим, что там с крючками. Там должны бойлы. Сами по себе бойлы не могли слететь. То есть они там должны быть. Давайте посмотрим. Что стало? Ой-ой-ой, не достану я до тебя. Вот она. Оп. Леска. Там камень. Ну, как тут все заросло. Все цело, ребят. Все цело. Хотя один бойлик целый. А второго бойла нет. Смотрите. Да. 2 бойла на месте. Ну, я их выкину. Надо все промыть.
2 бойла на месте, одного нет. Вот здесь вот был. Хотя я не помню, а может быть я сюда перловку садил. Перловка могла слететь. Надо насадить по новой. Да, ребятки, грустно. Так, надо якорь кинуть. Сносит меня. Грустно, потому что, 9 дней простояла. А толку никакого. Я даже не знаю, смысл ставить ее, есть тут, нет. Ветер сильный. Ну, я не знаю, ставить ее тут или не ставить. Что, неужели тут рыбы вообще нет? Так, ну ладно, пока я все равно буду на острове. Ой, понесло. Якорь надо кидать. Ветер сегодня сильный, блин. Может поближе к берегу там кинуть, фиг его знает. Так, ну я не знаю, наверное, смысла нет ее кидать. Кстати, вот эта вот фиговина, которая пришла, скорее всего, буду делать возврат. Она нифига не плавающая, как написано. Вот эта рыбка. Она тонет. Смотрите. Должна плавать. Но она нифига не плавает. Она просто тонет. Она, во-первых, висит как фигня какая-то. И она тупо тонет. Она даже на воде не держится. Ой, гребаный ветер. Гребаный ветер. Ну-ка еще разок. Может, я что-то неправильно делаю? Ну нет, она же должна на поверхности быть. Или так задумано? Она так должна быть? Она полутонет, полу не тонет.
Вот так вот она идет. Не знаю, делать возврат, не делать возврат. Но она на поверхности сама по себе не сидит. Не знаю, нужна она мне, нет. Ну, покидаю сегодня. Вот так вот она плывет. Но если опускаешь, все, она это. Но не очень хорошо, потому что она будет внизу цепляться за все, что можно зацепиться, она будет внизу за все это зацепляться. То есть, если она до дна дойдет, она там зацепится вот этими крючками, и это все. Это хана. Так, ладно, я не знаю, кормушку есть смысл ставить ее тут. Че, все равно нифига ничего не клевало. Пойду на остров. У меня на острове дела. Эти трубки сейчас посмотрю, порежу. И надо воду вычерпать. У меня на носу там вода. Выжать тряпкой. Сейчас этим займусь. Видите, вот вроде бы казалось, приехал на рыбалку, да, а как тут рыбачить, когда то одно, то другое, то третье. Лодку вот зачерпнуло. Ну как, я же не буду с водой. Ее вычерпывать надо. Так, ну и ладно, поставлю я эту кормушку. Что, у меня же есть прикорм, все есть. Пускай стоит. Еще 9 дней. А сам поплыву на остров. Так, сейчас кормушку здесь поставлю. Ну сколько мог. Отжал тряпкой. Комаров, блин. Ветра нет, а комаров много. Пойдемте посмотрим, есть кто-нибудь тут. Никого. Вороны только. Здесь, кстати, ежевика растет. Слушайте, а куда делся столик? Офигеть. Стол сломали. Я сегодня как раз взял табличку. Ну, как вот назвать, а? Ну, варвары. Самые настоящие. Смотрите, что. С корнем вырвали. Стол-то на столбах был. Вырвали с корнем. И скамейки, и стол. Да. Народ у нас дикий. Шиповник успевает. Я на этот остров за шиповником прошлой осенью приезжал, и этой осенью приеду. Да, ребятки, видели, что натворили? Теперь табличку крепить некуда. Стола нет. Надо пойти. Ага, вон лежат. Вот я сейчас этим займусь. Ножовка у меня есть, попилю. Ну, что касается рыбалки, ребят, я не знаю, как в такую погоду рыбачить. Ветер сильный. Можно в заливе стоять. Ну, подумаю, не знаю. И особо не поплаваешь. Я-то думал сегодня проплыть вот там, вот как я в прошлый раз плавал, помните? Много где что проплыл. Но сейчас не поплаваешь, потому что грести очень тяжело. Грести тяжело. Какие волны.
Как на море. Да, ребятки, остров, конечно, испоганили, будь здоров. Ну вот сейчас даже тряпку положить, сушиться и некуда. Не понимаю, зачем было ломать скамейку и столик. Здесь дров нет, помните, я говорил, да, что сюда привозят дрова. Вот так вот. Вот здесь вот я снимал в прошлый раз ужа. Ну вот видите, привозят сюда дрова в мешке. Вот. И ими топят. Потому что на острове дров. Ну, рубить только. Только рубить. Но оно все сырое, оно не будет гореть, пока высохнет. Сухих дров здесь нет. Вот этим вот я займусь сегодня. Пару трубочек возьму. Да не пару, а несколько. Смотрю, тут что-то можно открутить, что-то я отпилю. Да, вот так вот. Теперь здесь нет столика. Мусор кругом валяется. Так, ладно, пока запись останавливаю. Собственно, снимать нечем. Сейчас займусь вот этим делом. Рыбалка, не знаю, сегодня получится, не получится. Воблер какой-то странный, тонущий. Я пока тут сейчас его пробовал пару раз кинуть, он тонет. За траву там все цепляет, его кидать. Не знаю, вряд ли его кидать. Он тонущий. А я хотел по поверхности. Видите, какой ветер сильный. Ладно, посмотрим. Ближе к вечеру что-нибудь. Может быть, возьму здесь тяжелый, мне надо камень. Я взял маленький камень, 6 килограмм, но меня не удержит на таком ветре. Надо было 15-килограммовый камень взять. Посмотрю, здесь какой-нибудь булыжник. Если только там встать на судака, постоять. Ну, потому что поплавать не получится. Тяжело грести, я не выгребу вдоль. А в заливе, по-моему, рыбы нет. Слепень кусает. Ладно, посмотрим. Так, ну что же, буду уходить. Все, что хотел, я тут сделал, покушал. Здесь слепней много. Ну, когда вот ветер дует, их нет. Но чуть-чуть вот если куда-то отойти или ветер чуть-чуть перестал, садятся слепни. Не комары. В прошлый раз в безветрие комары, а сейчас ветер, а все равно слепни летают. И, кстати, здесь что-то стало много змей. Я видел 2 разных ужа. Причем они, знаете, такие любопытные и смелые. Один уж вот сюда вот прям подползал. Ну, я их шугнул, они уползли. Один крупный, здоровый такой. А второй, вот как в прошлый раз я снимал, маленький. Ну, как он, не маленький, конечно. А один вообще здоровый, он, наверное, больше метра. Толстый такой. 2 ужа. Как бы дождь не пошел. Ну, я плащ взял. Вон лодочка плывет. На алюминиевой лодке с мотором. И такая погода нормальная. В конце 90-х, в начале 2000-х. Ну, в основном в конце 90-х. С дедом на лодках плавали. Алюминиевая лодка и мотор. Так что было круто. А на моей через борта захлестывает. Да и на веслах тяжело грести.
Вон пополз, вон, видите? Ну, наверное, вам не видно, вон за травой хвост торчит. Слушайте, они такие любопытные, я их уже дважды шугал, не уползают. Вот тут вот так вот и сидят. Ну, за травой вам, наверное, не видно. Вон. Пс, пс, пс. Пчух, пчух. Смелые и не боятся ничего. О, полз. Или глуховатые какие-то. Я на одного чуть не наступил вот здесь вот. Спускался туда, толстый такой, прямо около ноги. Я вообще на рыбалку даже летом я всегда ходил в резиновых сапогах. И даже вот жарко, когда все равно одеваю резиновые сапоги. Потому что, ну, можно нечаянно вот как-то так. Он прям рядом был. Все-таки резиновые сапоги, они спасут. Вот там кто-то шелестит. Я не вижу, но слышу. Скорее всего, в траве уж. Так, пойду я на лодку. Отпилил здесь. Вот эту я не буду брать, долго возиться, а вот такой я сделал. Но я дома доработаю. Тут вот эти вот заклепки, их долго тут выпиливать. Вот так вот возьму. Дома уже заклепки отпилю. Это все отпилю, трубочки. Плохие я выкину, хорошие оставлю. Ну, вот так вот отпилю их. Да, вот камень взял на всякий случай, потому что, наверное, будет меня сносить. Я взял маленький камень. Надо было тот 15-килограммовый брать. Ну и все, тут что больше тут на острове делать нечего. Можно было пройтись, посмотреть вторую мою табличку, но я не хочу без сапог по зарослям рисковать, топать туда. Ну его. Осенью приеду, когда сюда в сапогах. Схожу, посмотрю. Там еще вторая табличка моя. Ну, кто прошлые видеоролики смотрел, видели. Я две таблички. Одну вот здесь у стола, а вторая там была. Пойду в лодку. Здесь есть еще один залив. Вот. Заплыву в залив. Кину кормушку. Все-таки взял же перловку в кормушку. Ну, полчаса постою там в заливчике. Вот. И спиннинг покидаю. Эту не буду кидать, потому что она цепляется. Не знаю, что с ней делать. Либо возврат делать, либо оставить вот так, когда плывешь. Ее кидать, наверное, вот этот воблер тонущий, ну, наверное, на больших глубинах и где нет травы. Около камышей кидать не вариант. Он цепляется за все, что можно зацепиться. Ну, не знаю, надо подумать. Оставить или возврат сделать. Встану в заливчик, покидаю спиннинг с силиконом. Силикон там все-таки у меня крючок спрятан, он не застревает. И кормушку. Ну, полчаса постою в заливчике. Если ничего не будет клевать, еще есть вариант. Второй камень привяжу, пойду отплыву на глубину, ну, где я зимой судаков ловил. И постою, там, конечно, ветер и волны будет захлестывать. Попробовать кинуть этот балансир на глубине, на судака. А больше я не вижу вариантов, чем заняться. В такую погоду я хотел поплавать, но я не выгребу. Да и на глубине тоже, наверное, стоять, там волны. Меня через борта захлестывает. В общем, не знаю, ребятки, чем заняться. Приехал на рыбалку, а видите, погода такая, что сильный ветер. Только в заливе стоять. Там волн нет, ветер не сильный. И надеяться, что в этом заливчике возьмет либо карась, полз, что ли, либо щука. Но, судя по тому, что у меня ловушка стояла 9 дней, и наживка на крючках целая, можно сделать вывод, что рыбы нет. Можно плыть в другое место, но, я повторяю, не выгребу я на таком сильном ветре. В общем, вот так вот. Ладно, пошел в лодку. В заливчик заплыву, там не тут рядышком.
И там встану, попробую рыбачить, там включусь. Ветер маленько стих. Там вон на лодке стоят. Не знаю, что они там ловят. Бинокль надо посмотреть. Я из залива уплыл. Не знаю, что они там ловят. Не вижу. С залива уплыл. Там вообще мелко. Что, 2 метра? Я не знаю, на 2 метрах. Ну, покидал спиннинг, конечно. Ну, не знаю, на 2 метрах. Будет, что там нет. Пробую вот с этой удочкой разобраться. Блин, ну, я не знаю. Как-то это все фигово. На волнах качает. Как-то, ну вон кивок, да. Может быть, будет поклевка, я увижу. Но на волнах качает, и кивок тоже дергается. Видите? Ну, я, наверное, не буду эту удочку отсылать. Я ее как зимнюю буду потом зимой использовать. Ладно, 250 рублей не жалко. Кивок. Тык-тык. Но я могу опустить еще. Вот так вот. Понял, что вот это вот в кормушку не годится. Слишком крупный, он не вымывается из кормушки у меня. Я его так кидаю. Беру просто. Он слишком крупный. Ну, не знаю, до дна здесь 10 метров. Дойдет, не дойдет. Надо делать на леща кормушку. В принципе, я уже понял, посмотрел, как это делается, но у меня снастей нету, я заказал. Идет. Кольца заказал, еще не пришли. Крючки заказал. Вот. Кормушку я сделаю из сетки, в которой там продают картошку. В общем, это все сделаю. Но это уже осенью будет. Пока еще нету, не дошло. Вот. Здесь спиннинг кидаю. Ну, глухо. Не знаю, вот здесь вот будет поклевка, нет. Тоже стоят. Удочки опущенные, я не знаю, что они ловят. Я сейчас попробую опустить этот мой любимый балансир. Вот этот. На него всегда зимой клевало. А сейчас кидаю этот силиконовый. Этот сейчас убрал. Ладно, неудобно снимать. Трубу я пока не поставил, качает. Да что, собственно, снимать нечего. На спиннинг ничего не клюет. На кормушку тоже глухо, ничего не клюет. Ориентироваться, кстати, по этой удочке вообще фигово. Ну, по кивку. Ну, там нет ничего.
Сейчас балансирчик опущу. Пока показывать нечего. Отплыву сейчас еще маленько туда. На глубину. Хотя тут 10 метров. Блин, который раз забываю камеру включить. Больше часа лежала включенная. Заряд почти на нуле. Ну что сказать. Вон, видите, закидаю вот этот новый. Там тоже какая-то лодка. Нету, рыбы нету. Здесь 3 метра. Я в заливчик ушел. Там на глубине стоял. Ничего нет. Никаких поклевок, ребят, нет. Я не знаю, наверное, ближайшие, наверное, недели 2-3 я сюда уже больше не приеду. Пойду сейчас эту сниму. Ловушку. Нету рыбы, чё? Я в этом сегодня еще больше убедился, потому что в течение 9 дней. А я поставил там, где я видел карась. Там был. Еще давно. Как давно? Когда я сюда приплывал. 9 дней и нажив нету. Тут кормушку опустил на 3 метрах. Я выкидаю его на эту вот штуковину. Сейчас пойду сниму, заберу эту ловушку. Нет, что? Уж тогда лучше какое-нибудь другое место искать. Не знаю, вот те же дубки, где я поймал леща. Даже туда с лодкой приехать или без лодки. Впустую я к этому острову Судачи езжу. Может быть, здесь конкуренция такая огроменная. Я не знаю, нету рыбы. Чё? Второе лето подряд сюда приезжаю. Зимой тут, да, бывают судаки и берши. А летом фиг знает. Пойду возьму ловушку. Вон чайка, смотрите. Ловит? Нет, не ловит. Вон уточки плавают. Подниму сейчас ловушку и пойду встану вот, где я прошлым летом поймал берша на балансир. Там я знаю место. Вот, кстати, где лодка стоит, примерно вот в том месте. И до вечера уже постою на глубине. Чисто только на берша. Не знаю. Эту прикормку я выкину. Я уже вон ее, видите, сколько. Нифига не клюет. И чисто встану на берша. Часик постою и домой. Спиннинг уже надоело кидать. Кидаю. Впустую, в холостую. Все равно, что в ванной опускать. Нету рыбы. Она даже не плещется. На глубине, может, там судак берж пройдет, возьмет. А так, надоело уже. В холостую. В общем, вот такие планы. Пойду подниму ловушку. Если там будет рыба, я включу. Если я запись не включил, фрагмент, значит там рыбы нет. Заберу ловушку и поплыву на глубину. Надоело уже. Мой аккумулятор совсем разрядился. Вылететь в любой момент. Время 5 часов. Я здесь стою в том самом месте, где я зимой ловил бершей. Помните, здесь собака еще приходила и мешала рыбачить. Не клюет. Закинул кормушку. Вот сейчас остатки корма израсходую. Здесь забросил балансир. На всякий случай, если бершик или судачок. Стою, до 6 часов поплыву назад. Здесь недалеко. В принципе, была идея сплавляться вплоть до забора. Но время уже. А так, если бы пораньше я сообразил, тогда можно было отсюда, вон водозабор, и чуть левее дубки, и там выйти. Просто, понимаете, в чем дело? Очень много народу садится на переправе. А здесь конечная 45-го, мне удобно. Я занимаю, хорошее место, тележку ставлю. А там после переправы народ уже сел, и с тележкой мне тяжеловато будет уже.
Может, все занято. Ну, в общем, до 6. Если клюнет, покажу рыбку. Сомневаюсь. Я надеюсь только вот на вот это, на балансир. Вот на балансир может взять бершу. А на вот это, ну не знаю, лещи тут есть или нет. В общем, рыбачу до 6, в 6 домой. И на этом сегодняшняя рыбалка закончится. Я замерз, одел рубашку, хорошо взял. Жилет спасает от ветра, тепло. Рубашку надел, холодно, ветер дует. И реально холодно, замерзать начал. Даже вот сейчас вот, несмотря на то, что жилет, рубашка, там футболка, все равно смотрю в бинокль. Мужики на лодках в куртках, в теплых. Один я, наверное, так легко оделся. Но не знал, что такой сильный ветер. Он, видите, как иногда попадает в лодку. Ладно, в общем, рыбачу еще с полчаса где-то, а потом домой. Так, ну что же, я уже собрался, уже иду домой. Вот она моя тележка. Взял вот эти вот железки, дома их попилил. Ну, что сказать. Улова опять-таки никакого не произошло. Поклевок вообще не было. И скажу, что надо что-то менять. Наверное, в следующий раз, если я и приеду на этот остров Судачий, то уже осенью. Недельки 2-3, наверное, я отдохну. Ну, место не рыбное. Зимой, да, здесь ловится берж, судак, а летом, ну, видите, по нулям. Поэтому, наверное, стоит искать какое-то другое место. Может быть, в Дубки съезжу. Там, по крайней мере, хоть что-то клевало. Здесь вообще по нулям. Ну и плюс загадили весь остров, сломали столик. Там теперь и таблички моей нет. Ну, в общем, все очень плохо. Единственное, что я туда приеду обязательно за шиповником. Но это уже будет осенью, в сентябре. Вот. Все, благодарю за внимание. Традиционно это видео я загружу на своем канале в Ютубе, в Дзен, ВКонтакте, ну и, конечно же, на своем сайте photorsofnature.ru. Все ссылки, кстати, в описании под каждым моим видеороликом есть. На сайте будут еще и фотографии, ну и подробный рассказ, подробный отчет. Все, благодарю за внимание. Увидимся, ну, наверное, недельки через 2. Может быть, я в конце августа съезжу без лодки в залив Дубки. Покидаю там спиннинг, половлю лещей. А от лодки пока отдохну. Недели 2-3 видеороликов с лодки не будет. Вот. Ну и надо что-то придумывать, потому что здесь около Судачьего не клюет. Все, благодарю за внимание. Всем пока. Увидимся через пару недель.